Вернулся я из пилорама и нашел вот такой вот гнилой кусок дуба. Привет, друзья! Сегодня с вами сделаем оригинальную поделку из вот этого обрезка дуба. Как видите, он был сильно гнилой, даже жили когда-то короеды. Ну и первое, что мне будет необходимо сделать, это корщеткой убрать всю труху, которая может отвалиться. Дело это не хитро и делается всего лишь за пару минут. То, что предсказуемо могло отвалиться, я, конечно, удалил. Ну а дальше необходимо торцевать. Заготовку буду делать с 490 мм. Отпиливать буду при помощи ручной циркулярной пилы. Заготовка на самом деле очень кривая, и мне ее необходимо будет отрейсмусовать, так как у меня нет ручного рубанка. Подобрал подходящий брусочек и при помощи термоклея клеил его так, чтобы было все в одну плоскость. И теперь можно смело отправлять заготовку в рейсмус. Не знаю, насколько правильно это было сделано, но самое главное для меня, что результат был получен. И после того, как одна сторона была отрейсмусована, убираю брусок и вывожу другую сторону также в одну плоскость. Наша заготовка готова. Теперь при помощи цепной пилы делаю небольшие бороздки. Так задумано в моем проекте. Но это я так думаю. Теперь при помощи компрессора обдуваю всю пыль, так сказать, обеспыливаю нашу заготовку. Ну и некоторые моменты я не стал снимать на камеру, чтобы не отнимать вашего времени. В том числе это и опалубка. Сделано основание из керамической плитки, покрыто скотчем. И по бокам сделана опалубка из ламината, также покрыта скотчем. Дальше беру эпоксидную смолу двухкомпонентную, смешиваю компонент А с компонентом Б. Все это дело хорошенько перемешиваю, добавляю туда черной пасты и также хорошенько перемешиваю. Первым делом нашу заготовку я загрунтую и сделаю черную подложку. А грунтую я для того, чтобы пропитать максимально нашу древесину, чтобы в дальнейшем при заливке выходило минимальное количество воздуха, меньше было пузырей. Также за кадром развел эпоксидную смолу, добавил красного красителя. Я вообще хочу сделать жерло вулкана. Но насколько это получится, давайте посмотрим дальше. Ну а теперь оставляем смолу на сутки застывать и переходим к изготовлению каркаса. Каркас будет у меня из профильной трубы 20 на 20. Конечно, я уже предвижу ваши комментарии, и вы напишите, что лучше бы сделал ты из дерева. Но я люблю сочетание металла с деревом. Я думаю, для меня это будет практичнее. Ну а пока я нарезаю профильную трубу в размеры, напишите свое мнение, что вы думаете, что будет у нас изготовлено. Также жду от вас обратной связи, откуда вы смотрите, из какого города, из какой страны. Давайте почитаем комментарии и посмотрим, кто смотрит этот ролик. Ну а я в свою очередь специально не стал акцентировать внимание на размеры профильной трубы, потому что это может быть у каждого свои. Но, конечно, размеры сейчас я вам покажу и расскажу. Получилось на 4 куска по 540 мм, 2 куска 400 мм, 2 куска 280 мм и 2 куска 250 мм. При помощи корового диска убираю всю ржавчину и всю грязь. Ну а далее перехожу к сварочным работам. Свариваю 2 пешки. Для этого профильную трубу зарезал под 45 градусов. Далее устанавливаю стойки. Все делаю на прихватке, чтобы мне сначала все прихватить, а потом уже буду обваривать. Конструкция получается не замысловатая, а самое главное прочная и надежная. Уже проверено. Я когда такую конструкцию делал. Для более жесткости добавляю 2 стойки с отступом в 60 мм. Далее при помощи УШМ зашлифовываю все швы. На выходе получаем металлический каркас, который справится со своей задачей. К нижней части отступаю по 50 мм от краев, сверлю сверлом 4,2 мм и нарезаю резьбу М5. На верхней части делаю 7 сквозных отверстий. Они будут у нас предназначены для саморезов. И с одной стороны по шляпке саморезов расширяю отверстия. Далее хорошенько обезжириваю, ну а дальше покрасочные работы. Для этого выбрал грунт-эмаль по ржавчине, 3 в одном, молотковая, глянцевая, мастер прайм. Цвет у меня черный. Защитно-декоративное окрашивание любых металлических поверхностей из черных металлов. Подходит для обработки гаражных ворот, заборов, садового инструмента, элементов декоративной отделки, труб и прочих металлических изделий. Образует эластичное гидроизоляционное покрытие. Она сверхэластичная, не растрескивается, превосходно укрывает поверхность. Перед использованием необходимо тщательно перемешать, чтобы со дна поднять пигмент. Наносить буду при помощи валика и окрашивать буду в 2 слоя с промежуточной сушкой в 1 час. Полное высыхание 24 часа. Ну и полный набор прочности 48 часов. Примерный расход 150-200 грамм на квадратный метр. Молотковый эффект уже видно после нанесения первого слоя. Интересный эффект, который может скрыть различные дефекты. Приобретал я на Озоне. Ссылочку, конечно же, оставлю в описании под роликом. Ну а я в свою очередь за кадром сделал такие потеки в виде лавы разлитой.
Добавил немножко уголька и залил тоже красной краской. Смотрится на данный момент пока интересно. Далее использую эпоксидную смолу, которая предназначена до 4 см слой за один раз. И заливаю без красителей. На заливку ушло где-то примерно 4 кг смолы. Чтобы убрать лишние пузыри, использую фен. И оставляю полимеризоваться на 3 суток. Спустя 3 суток разбираю опалубку. Благодаря тому, что был нанесен скотч, разбирается все очень хорошо. И также хорошо отслаивается от основания. Но смола имеет такое свойство, как усадку. И из-за этого ее приходится обрабатывать на барабанно-шлифовальном станке. Делаю это несколько проходов с двух сторон. Далее все размеры я нанес на бумагу для создания программы для последующей обработки на фрезерном ЧПУ станке. Ведь в моей мастерской стоит незаменимый помощник фрезерный ЧПУ станок Watson A16090. И все поставленные задачи он выполняет с легкостью и, конечно же, с любовью. И я всегда с радостью использую ЧПУ в различных проектах. Но в данном проекте он выполняет минимальную работу, которую он может. А делаем мы контур по кругу и небольшое углубление в виде треугольника. Ведь в моей голове появилась идея установить светодиодную ленту. Углубление и фрезеровку по контуру сделал глубиной 6 мм. На самом деле у меня также установлена система аспирации, но пользуюсь я ей только за кадром. Далее при помощи ручного фрезера закругляю все края, так что ручным инструментом я все-таки пользуюсь. Ну а теперь при помощи орбитальной шлифмашины я убираю все бороздки от барабана шлифовального станка, ведь нам еще предстоит залить финишный слой эпоксидной смолы. Но перед нанесением финального слоя нам необходимо все обеспылить и хорошенько обезжирить, используя обычный обезжириватель. Теперь беру эпоксидную смолу супер вязкую, она предназначена для ювелирных работ. Наношу на поверхность и сразу проявляется цвет. При помощи перчаток пытаюсь равномерно нанести на всю поверхность, также не забывая про бока. И оставляю все это на 18 часов до полного высыхания. Ну и как результат получаем идеально глянцевую поверхность. Как видите, есть небольшие пузырики, это были от угля, который был изначально заложен. Ну а далее, как и говорил, хотел установить светодиодную ленту, но тут не обошлось без ложки дегтя. При установке я, видимо, был немножко неаккуратен и повредил саму светодиодную ленту. Когда я наклеил, то я включил и проверил. Половина ленты не горит и горит один цвет. И обнаружил, что перегиб был в самом начале. Но мы не печалимся и идем дальше. Перехожу к фрезеру, так как купил другую светодиодную ленту, и в ручном режиме выбираю то, что мне нужно, потому что блок питания совершенно другой. В этот раз я даже не стал писать программу, а сделал все вручную, благо станок позволяет это сделать. Сильно глубокое углубление под блок питания я не стал делать. И также не стал зацикливать внимание на установку светодиодной ленты. Устанавливаю каркас, делаю разметку при помощи маркера, беру шуруповерт и делаю отверстие под саморезы. На каркас устанавливаю пластиковые заглушки с двух сторон и сверху наношу герметик по всей поверхности. Далее каркас прижимаю к столешнице и фиксирую на саморезы. В магазине прикупил вот такие вот ножки, но я их переделываю. Вытащил гвоздик, просверлил отверстие и ставил туда винт. Все это посадил на суперклей, держится на ура. Теперь закручиваю в ранее подготовленное отверстие с резьбой, и ножки можно будет регулировать. И также устанавливаю пластиковые заглушки. Теперь все дело переворачиваю, и у нас получился готовый результат. Включил светодиодную ленту в сеть, и у нас теперь имеется подсветка. Также светится и в темноте очень отлично. Смотрится, конечно, оригинально. Камера, конечно, не передает того эффекта, что на самом деле. Конечно, подсветка может быть здесь и лишняя, но здесь выбор каждого. Можно ее включать, а можно и не включать. Тем более у светодиодной ленты есть различные режимы от простого горения до мерцания. Тут уж выбор каждого, что кому нравится. А на мой взгляд, столик получился удачным. Мне он очень понравился, мне и моей семье. Делал я его для своих нужд, буду работать на нем за компьютером, редактировать для вас видео. Так что оцените по достоинству. Если вам понравился данный выпуск, обязательно поставьте палец вверх, пишите комментарии. Вам же всем крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока.